эту войну будут помнить в веках, как не предадут забвению и ее героев. Вы слышите цитату, а это значит, что вы на канале Алекс ОБС. Всех приветствую и прошу внимания. Сегодня на стандартной карте турнир в пустыне мы будем наблюдать поединок, на секундочку, 2005 года. Нас ждет ядерный миррор с участием игроков Рис, зеленый цвет, и Big Size под синим цветом. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Также, если кто-то захочет поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Итак, друзья, запускаем машину времени, и вот 2005 год на ваших экранах. Сайз в то время состоял в клане Мафия, но по неизвестным мне причинам клан, по всей видимости, перестал существовать, а Сайз заменил слово Мафия на Биг. И, собственно, так родился никнейм Big Size, который мы все привыкли видеть. Еще под синим цветом, еще молодой и полный сил. Этот реплей, по сути, является первым упоминанием Сайза на сайте Game Replays. Сайт, где, на секундочку, происходит организация мировой серии. Вы только вдумайтесь, это было 18 лет назад. 18 лет Сайз играет в генералы. А вдруг он играет в них с момента выхода игры? А значит, не 18, а 20 лет. 20 лет играть в генералы, 6 раз быть в финале мировой серии, из них 3 раза победить. Было бы круто оказаться Сайзу в финале в 7-й раз. Хорошая цифра, я считаю. Еще круче было бы, конечно, и победить на ВС в этом году, но это как повезет. Сайз поехал вперед с помощью БМа ядерного и уже дозерхантить своего оппонента. И похоже, что ему это удастся. Следом летит второй ядерный БМ, как раз таки рядом здесь дозер. Но два батлмастера у Риза есть. Риз тем временем тем же самым, в принципе, занимается. Нет уже одного дозера у Сайза и пробиваются саполтраки. Сайз добирается до своей цели. И, в принципе, сейчас строитель у Риза будет отлетать. Хотя есть два ядерных батлмастера, но по какой-то причине он не отконтролировал этот момент и просто сейчас остался без строительных бульдозеров. Развития больше у нижнего ядера не будет. Тем временем Риз также проехал, уничтожил саполтраки плюс дозер. Сайз пытается с ним сгоняться здесь на своей базе, но почему-то остановился на какой-то момент, но все-таки просыпается и идет вперед. Саполтраки отводит вот сюда, скорее всего, на нижний ресурсный центр. Поехал еще один БМ зажимать в ловушку батлмастер от Риза. О БГК Риз мне известно разве что он появился из ниоткуда и в дальнейшем просто исчез из мира генералов. Последнее появление Риза на сайте Game Replays было аж 1 июля 2011 года. Неизвестно откуда он, нет информации, в каких турнирах он принимал участие и были ли какие-то серьезные результаты. Но остался повтор поединка с его участием, а значит память о нем живет. Ну а благодаря этому видео я освежу эту самую память. Тем временем Риз уже прет вперед, уничтожает здесь все, что видит, заезжает ядерный БМ от Сайза под спину сюда. К Ризу в пачке еще один БМ выходит, и еще есть один БМ у Сайза, и пытается как-то уничтожить пачку, и удается сейчас остановить атаку Риза буквально минимальными силами, но есть еще один БМ, и вновь идет под ресурсный центр, который расположен справа на базе Сайза. Пробиваются саполтраки. Здесь саполтраки были уничтожены, была пробита казарма, военный завод пока еще жив, ставится вновь казарма на центре, но опять же, для чего, пока непонятно, ведь есть казарма слева. Но тут Филд устанавливает Сайз. Возможно, мы увидим на карте сейчас Хеликс. А вот эта казарма предназначена для того, чтобы спамить ракетчиков на защиту, рассаживать, возможно, в здание. Но игра 2005 года, друзья, и некоторые моменты могут быть, наверное, смешными. Что-то может шокировать, что-то может даже, наверное, и удивить. Но пытается Сайз сдерживать Риза. Сейчас на границах своей базы выходит ракетчик. Будет, видимо, пробовать защищаться с помощью них Сайз. И поехали гатлы вперед. Уже по базе у Сайза катаются. Есть Хеликс, но два гатла. Нужно как-то аккуратно им здесь летать. БМ заблокировал казарму. В принципе, военный завод тоже просто так из него выехать будет проблематично. Приезжают опять юниты от Риза направо. И вновь блокировка ресурсного центра Сайзу. Минус саполтраки, залетает Хеликс и минус батлмастеры
Остались только гатлы, к ним подлетать пока что опасно. Вышел ракетчик. Здесь БМ был Ризу уничтожен. Гатлы разделяются. Один направо, один поехал налево. Также под ресурсный. Сайс не понимает или не знает, куда ему сейчас поехать Батлмастером. Но решил все-таки направо. Слева здесь отработал Хеликс. Ну и справа также Сайс справляется. И вновь саплтраки. И вновь возвращается добыча. Но там новая армия. Достаточно масштабная сейчас у Риза готовится. И давайте посмотрим. Обиндили ли раньше здания бойцы? Есть бинт у Риза, только точка сбора почему-то вот сюда налево. Не знаю, ведь армия всегда была вот здесь вся собиралась у него, а теперь у него только вот слева здесь все. Ну, я не знаю, наверное, все-таки надо было бы переделать, но 2005 год, друзья. Не будем, как говорится, на этом слишком сильно акцентировать. Главное, что есть бинды, и это уже здорово на самом деле. И пачка, насколько мне известно, тоже, да, забиндил полностью всю армию свою. Сайс пытается притормозить атаку, которая идет сейчас справа, с помощью всего лишь единственного Батлмастера. И получается, в принципе, немножко замедлить Риза. И даже продамажил здесь пару юнитов. Отстроился, кстати, опять в центре. Опять добывает. Но все еще один военный завод. И уже 3 казармы. Для чего? Непонятно на самом деле. Так, ну здесь 4 БМа отлетели от Хеликса. Я, к сожалению, этот момент упустил. Но мы видим, что 4 БМа. И Хеликс был рядом. Значит, это он их уничтожил. Ну, ядерные БМы, конечно же, они когда взрываются, они наносят урон рядом стоящим юнитам, поэтому нужно как-то аккуратнее контролировать. Заезжает Батлмастер от Сайса под спину сейчас гатлам, подъезжает близко к Батлмастерам. Слушайте, если он сейчас взорвется, ну уходит один каленый БМ, правда с 2 лычками, и почти был уничтожен. Минус 2 гатлинга и минус еще один Батлмастер. Залетает Хеликс. И вновь минус вся армия Ризу. Не удается Сайса пробить, хотя Сайс не в очень хорошем на самом деле положении. Но один завод и постоянный прессинг, постоянная отмена экономики. Вновь справа нет. На этот раз уже саплая, не то что в саплтраках. Саплтраки бьются в центре. Ракетчик здесь помогает, бьет по гатлингам. Выходит Батлмастер. Есть еще один. Риз вновь идет в атаку. Военный завод надо громить. Работает ракетчик. С помощью Хеликса и БМа закрываются гатлы. Гатлинги справа, но они каленые, и они все отлетают. Да, интересно все, чем это вообще закончится. Но пока Сайс держится, отбивается. Мне интересно, а Сайс биндит? А Сайс не биндит свои здания. Ему это не нужно вообще. То есть нет ничего. Риз, например, да, вот он поставил себе здесь горячие клавиши. На цифры тут разные раскликал свои заводы, с казармы у него тут спам идет ракетчиков. Кстати, вышки так и не захвачены на одним из бойцов. Насколько мне известно, раньше игроки вообще пренебрегали этими вышками. БМ пришел здесь под пачку, но юнитов много. Без потерь Риз. Так вот, вышками вообще пренебрегали, считали их вообще никчемной какой-то постройкой, и поэтому практически никто и не захватывал эти вышки. Но, насколько нам известно всем или многим, но тем, кто не знает, я скажу, что вообще, в принципе, раньше и играли это только на турнамент Десерта или на турнире в пустыне, только на этой карте. Даже мировая серия, например, того же 2012-2011 года, она проходила только на турнире в пустыне. Вот только здесь. То есть разнообразных карт как таковых и не было. И в основном играли все только вот тут. Очень много пехоты пошло через центр. Справа пачка также идет вперед. И вновь только один Батлмастер у Сайза. Он пытается заезжать здесь в эту армию, пробивает тут какую-то часть юнитов. Да, тут какая-то часть калена. Еще один БМ, есть ракетчик. Пробивается гатлинг, осталось 2. Через центр тем временем идет пехота. Слева идет гатлинг, будет пытаться, видимо, тушить Хеликс. Он как раз таки сейчас подхиливается, пехота громит военный завод. Тут саплтрак можно было бы попробовать передавить эту пехоту. Гатлы сливаются, слушайте, Хеликс жив, правда, очень сильно каленый. Справа здесь была перестрелка и теряет опять Риз. Установлен командный центр, у Сайза полетел арт-удар сейчас как раз таки на левый ресурсный центр Риза. И вновь гатлы заезжают, и вновь отмена экономики. В центре все здания с помощью пехоты разрушаются, и арт-удар прилетает и закрывает сапла и военный
военный завод. Остался один САП, но на доке пусто, и остался один военный завод, электростанция и казарма. Вот еще есть армия, и мне кажется, что сейчас Ризу нужно отправлять все, что есть в атаку. И, ребят, ядерные миги. Ядерные миги без апгрейда, друзья. Ну, ну, даже не знаю, что тут сказать. Ну, посмотрим. Посмотрим, как Сайз сейчас будет их реализовывать. Пехота продолжает громить Сайза. Справа был Гатлинг, он уничтожен. БМ тоже был уничтожен. И идут пехотинцы вперед, уничтожить казарму и электростанцию. Миг летает, пока просто на воздухе висит над пехотой. И минус ракетчик, слушайте. Они тут еще и по ядерным осадкам бегут. Минус еще ракетчик. Вот как. Вот так вот, пожалуйста, миги по одному, по два тут пехотинца сбивают. Эти так вообще здесь каленые. Хеликс подхилился, пехота в нем осталась. Сейчас просто добьет. Да, все, вновь Сайз отбивается. Вот эти юниты, они должны были намного раньше наступать. Намного раньше, Риз. Пожалуйста, нажми 2 раза клавишу Q, выдели все юниты на карте и просто иди вперед. Но Риз, к сожалению, этого не делает. У Сайза ставится электростанция. Завода нет. Экономика слева отсутствует. Справа восстановил, кстати говоря. И идет туда Батлмастер. Сейчас уничтожать вновь саплтраки. И ковровка летит. А ковровка летит вроде бы как и на пачку, но немножечко мимо. И минус 2 гатла. Есть Хеликс, который, в принципе, сейчас гатлинги закрывает оставшиеся и уничтожает Батлмастера. И вновь неудача. Вновь неудача от Риза. И железная просто оборона от Сайза. Хотя положение, я бы не сказал, чтобы очень шикарное. Каленый филд, одна казарма, сапплай, который уже не нужен. Электростанция, благо есть. И есть КЦ с повышениями. Это очень хорошо сейчас для Сайза. Но нет армии. В принципе, армии сейчас нет. Да и у Риза. У него тут 2 гатла и 4 ракетчика. Саплтраки катаются на дальняк и распродается казарма. А ведь мог вышку захватить. Ведь мог выучить сейчас апгрейд на захват и захватить вышку. В итоге с саплтраками катается на дальняк. И много ли так Риз добывает, неизвестно. Гатлы подъехали под филд. Миг тут один-единственный остался. 2 мига и один и второй сливаются просто сейчас на гатлах. Хеликс высаживается заранее. Хеликс наполовину каленый, пробивается дозер. Слушайте, а пехота вся лычкованная просто. Она должна крошить эти гатлы с потерями, но должна, в принципе, их перебить. Подтягиваются еще ракетчики. Есть, кстати, ракетчик вот здесь у Сайза. Может быть, есть смысл даже его уже и выселять из дома и отправлять на защиту. Пробивается дозер. Вновь, кстати, восстановил себе Сайз экономику и пробивается сейчас филд. Но 2 гатла филд будут бить очень долго, поэтому, Риз, пожалуйста, просыпаемся и подводим пехоту, начинаем пробивать этот аэродром. Но я думал, что Сайз заминирует филд, но в итоге просто справляется ракетчиками и минус 2 гатла. Вот сюда, конечно, сейчас не стоит Хеликс вести. Здесь 4 ракетчика, которые, в принципе, должны перебить этот Хеликс. Надо его ремонтировать. Остался один ракетчик у Сайза, он его садит в Хеликс и поставил себе военный завод. А дозер поехал, видимо, куда-то дальше. Возможно, ставить ресурсный центр. И идут ракетчики вперед минировать филд. И идет Батлмастер, слушайте. А ведь может его Риз отменить, но не удается. Точнее, удалось в самом конце. И просто вся пехота сейчас легла. Хеликс какое-то время здесь восстанавливался, но филд был взорван. Но один гатлинг здесь есть, который, в принципе, должен Хеликс сейчас класть на землю. Да! Падает героический Хеликс, который, в принципе, всю игру Сайза спасал. Гатлинг уходит направо. Видимо, будет пытаться Риз вновь бить саплтраки. Но есть ядерный Батлмастер, который, в принципе, этот Гатлинг убить должен с одного всего лишь-то выстрела. Там буквально раз выстрелить должно хватить, по идее. Катаются здесь друг за другом. Перестроил себе Сайз ресурсный. И да, Гатлинг просто ложится. Выходит еще один Батлмастер. Но мне кажется, что Риз уже может писать GG. Если, конечно, в те времена это писали. В те времена даже не знали, что такое рандом реверс, друзья. Такого вообще не было. Они ведь даже не знали с самого начала, против кого они играют, какие генералы им выпали. Летит арт-удар уже на проданную электростанцию. И шикарный
аккорд в этом ядерном сражении в виде ковровки, которая закрывает 2 здания, и Рис терпит поражение. Нас разгромили. Ну что ж, мы с вами вернулись в 2005 год и посмотрели, на мой взгляд, шикарный реплей того года. Скажу еще раз, что это первое упоминание о Биг Сайзе. И если все так, если он играет с самого выхода игры, то в этом году Сайз играет уже целых 20 лет. Это шикарно. Это шикарно. Сайз, мои поздравления. Сайз, ты еще на многое способен. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Алекс ОБС. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.